Приветствую всех на канале. Сегодня на ремонте у нас Honor 8X. Заявлено, что отсутствует звук. Сейчас продемонстрирую. Я платку верхнюю разобрал уже, чтобы не сильно тратить ваше время. И после разборки я уже заведомо увидел косяк. Косяк это все-таки предыдущего сервиса, не связанный с ремонтом, с основным ремонт, то есть не связан с поломкой самого устройства. Телефон, видимо, им менять дисплей принесли. Видно клей из-под дисплея. Даже не почистили. Но не суть. Корпус гнутый, дисплей видно, что вогнутый вовнутрь. И после разборки я обнаружил, что вот здесь есть дефект. Я под микроскопом сейчас покажу, сейчас продемонстрирую, что у нас проблема со звуком. То есть у нас звука нету при воспроизведении мелодии. Открываем звуки и абсолютно тишина. То есть усилитель звук вообще никакой не выдает. Динамик при этом подключен, шлейф подключен. Все. Можем и в музыку зайти, кстати, и тут тоже play нажать. Видите, ничего не воспроизводит. Так, блокируем его. Включаем питание. Извлекаем материнскую плату. Я вам покажу сейчас, в чем проблема. Значит, при разборке часто встречаются, не знаю почему так у людей получается, я не могу даже предположить. Вот здесь винт, и, видимо, они плату пытаются, когда извлечь из корпуса, пытаются поднять за металлические вот эти отверстия, и у них получается вот такой в итоге дефект. Убираем камеры, отключаем эту камеру. Извлекать надо вот с этой стороны и вот с этой. Так, сим-лоток не вытащил. Сейчас уберу. И покажу, в чем проблема. Как видим, даже коаксалку люди забыли поставить, ее воткнули вниз, хотя защелкивается она сверху. Так, все, добрался. Переходим к обзору под микроскопом. Значит, плата имеет следующий дефект. Ну, я предположил, что это со звуком. Будем надеяться, что так оно и есть. Как видите, вот в этой части, в районе коннекторов, есть сквозное практически отверстие. Тут дальше идет контроллер питания, насколько я помню. Здесь флешка с процом. А вот контроллер питания у нас есть заложен звук на этот телефон. В общем, надо снять эту крышку и расцарапать вот это входное отверстие. Пока снимать крышечку не буду, попробую так добраться до пары слоев и посмотреть, что тут у нас критично, не критично. Может, так подлезу. Снимаем, в общем, пару слоев и смотрим. Достаточно сильно. Такое ощущение, что почти что сквозное. Сквозного, конечно, не видно. А, нет, видно, вот оно, смотрите. Вот с этой стороны его аж продавили. Да, сквозное отверстие. Вот она, текстолит играет.
Печально. Так, ну ладно. Сейчас посмотрим, что под ним проходит. Убираем верхний слой. Где-то вот до такого состояния. Чтобы сильно долго не затягивать, можно прям срезать верхний слой вот этого текстолита, массы. Тут срежем вот так. Я по факту сюда ни разу так не лазил. Это первый Honor с такой дыркой. Понятия не имею, что под этим слоем находится, но визуально других дефектов не обнаружено. А слой пробитой платы наводит на мысль, что проблема здесь. Так, добавляем немножко либо калоша, либо спирта. И смотрим. Возможно, что-то увидим. Так, этот слой тоже идет на землю, вероятнее всего. Сейчас прозваниваем его. Эти слои на земле. Сносим их также. О, все, ребята, дальше дорожки пошли. Вот это уже интересней. Так, увеличиваю. Ну, вам уже картинка, в принципе, видна, наверное. Вот они, дорожки. Смотрите, пошли. И вот они оборванные. Все, как я предполагал.
Так, дотираю вот до сюда. Крышечку пока не буду убирать, возможно, и не потребуется. Вот слой массы еще уберу, чтобы он мне не мешался. Сейчас сделаем пару фоточек. Это моя инста совсем пустая. Наполним немножко туда. Я в инсте, кстати, ребят, очень редко отвечаю. Пишите в ВКшке, если там кому-то нужно. Она у меня есть, но я ей плотно не занимаюсь. Невозможно всем сразу заниматься. И ВКшкой, и инстой, и так далее. И ютубом, короче. Пишите в ВКшку. Или в самый простой, в WhatsApp. ВКшка, конечно, для меня удобнее, потому что я там за компьютером могу поглядеть все время. В основном за компом нахожусь. Телефон брать неохота без дела. Так, есть. Все-таки проблема тут. Теперь самое сложное восстановить. Так, делаю пару фоток, извиняюсь, что чуть-чуть будет затянуто. Это быстро. Так, капаем немножко для того, чтобы было видно. Все, сделал фотоотчет, чтобы для других можно, ну, вы понимали, в каком направлении именно ковырять. Поехали. Значит, когда добавляем спирт или флюс, мы просматриваем эти дорожки, видите, они появились. Вот, если так контрастнее настроить, вот они. То есть вот эти дорожки умудрились пробить вот в этом основании. И получается вот такая движуха. Значит, вот это слой массы, мы его сейчас также снимаем. Вот он. Крайняя дорожка по линии, которая проходит возле крышки, практически целая. Сейчас ее вот так вот обозначим. Ну, внешне целая. Дальше вот тут пробой сквозной, плюс закороченные они вот тут. Поэтому сейчас восстановим их вот по такому принципу. Обрежем там, где они закороченные, то есть вот этот продавленный. Так, лучше сюда использовать спирт, он меньше выветривается, чем калоша, и дольше можно наблюдать за картинкой, что ли, так скажем. В общем, почищаем вокруг для восстановления.
Я поступлю сейчас вот таким образом. Я зачищу прям по крайним дорожкам. Середину потом отрежу и восстановлю по длинному маршруту. Так как там все равно закороченные, там придется обрезать. Да и паять так проще будет. Все, это уже на массу пошел, этот нам не нужен. Еще раз добавляем спиртика. В принципе, все четко проглядывается, просматривается. Так, теперь с этой стороны. Так, теперь нужно в середине вот это вот обрезать, так как они между собой тут закорочены. Обрежу я их вот таким образом. Дорожки достаточно плотные, паяться должны нормально. То есть металл не тоненький, достаточно плотненький. Ну, самая крайняя целая. Зачищу ее для видимости. Вот так вот глубоко люди извиняюсь, по-другому не скажешь,
продырявили эту плату. Все, ну для меня сложности тут большой нету. Все. Теперь делаем пару фоточек и продолжим. Есть паяльник, соответственно, с тонким жалом, тоненькое жало. Сейчас у нас от JBC будет. Флюс. Так, кладем сюда. Уменьшу картиночку немножко временно. Значит, флюсуем где-нибудь вот здесь. Добавляем сюда на этот край тоже без энтузиазма немножко пасты ВГшной. Отлично. Все. Теперь можно работать. Отлично. Теперь проволочку найду. Вот она у меня соскочила с пинцета. Глазами не увидеть. О, есть. Еще одну сделаю, позвольте, фотографию для общего масштаба. Вот так вот будет уже с авторским правом на фото. Так, все, поехали. Опять потерял я этот проводок, пока рисованием занимался. Ладно, возьму другой, не будем время тратить. Настраиваем его под удобную руку, под удобный хват. В общем, настраиваемся. Сейчас смело все проходим дорожки, чтобы на них появился слой припоя. Проволочку стараюсь максимально далеко от точки обрыва припаять, а потом уже ее располагаем.
Поэтому, чтобы не потерялось. Много флюса. И это больше неудобства сейчас. Сейчас почищу так. Когда много флюса, эффект, как будто она чуть-чуть ближе проволочка, а на самом деле она дальше. Неудобно. Проволока пытается все время это потеряться. Тоненькая, не видно. Давайте следующий. Кончик проволоки желательно залудить сразу, чтобы он цеплялся. Теперь сразу формируем и отрезаем лишнее.
Неудобство создает вот эта вот крышечка. Мне пинцет сюда, мой скальпель тяжело подсунуть. Так, есть. Еще совсем немного. Так, кончик сразу заложу. И как бы на него повесим маленький шарик БГАшный. Формируем проволочку, плюс-минус отрезаем. Лудим кончик. Можно вот на соседний. Все, потом подвигаем на нужную. В принципе, все на месте. Так, ну еще один остался. И можно потестировать. Здесь отрежем сразу короткий. Спустим его вниз.
Так, все готово. Убираем теперь лишний припой отсюда и флюс. Проверяем еще раз качество под микроскопом. Убираем ошметки. Ну, в принципе, я думаю, все окей. Поехали, проверяем в корпусе. Так, картинка есть. Сейчас посмотрим, есть ли звук. О! Звук появился. Так, ну музыку включать не буду. Из принципа того, что YouTube блокирует видосы с этим. Все. Ну, вот такой вот ремонт со звуком Honor 8X, насколько я помню. Давайте в настройках посмотрим на телефоне. Honor 8X. После неудачного ремонта другим сервисным центром. Все, с вами со всеми прощаюсь. Кто впервые на канале, не забудьте подписаться. Оценивайте видео лайками. Всем пока, до новых видео.